Да, кстати, первая связь с Америкой. В принципе, уже пора спать. Захрапел маленько. Здорово, Коя. Ну, мы тебя обменяли. Ну все, давай, удачи. Пока. Я бы сказал, Ну, ни давай, слова давай. больше. Говорить. Ну, то есть там просто... Ситуация. Там просто Был шокирован от уровня мастерства. начинает на английском, типа, слышь, и на русский переходит, и там просто пошло-поехало. Смена! Ты же в торпедо был, по сути, на роли, вот как сейчас, Селебрини. Тебя не удаляют, ну, шлем сдираю с тебя. Тебя не удаляют, а я еду на 2 минуты. И я такой, ну а как? Ну а как так-то? Я не понимаю. Ты же хороший человек, нормально. А по факту вот он. Вот я. оказывается. Пока! С нами был Николай. Да мы же не здороваемся, А конечно, слушай, что ты нам вообще в здоровым. курсе, что для нас это большущий эксперимент, то, что мы по онлайн-связи общаемся? Ты первый. Да, кстати, первая связь с Америкой. Это круто. С Америкой или вот вообще в целом? Не, вот именно такой созвон первый. Ты считай, первый проходит. И, кстати, прикольно, что, Коль, спасибо большое. Мы играли друг против друга. Всякое бывало на площадке у нас с тобой. Подожди, а что бывало? Дрались? Ну, стычки, да. Я Серьезно? на нем заработал 2 дебильных минуты, и потом торпед забил Динамо гол в плей-офф. Честно, я вообще не помню. А тебе так это задело, да? Меня Сидит до сих задело, пор. конечно, я со скамейки. Вот эту вот прямую, пока едешь до скамейки, это самый дебильный момент. Когда забивает, ты удаляешься. А что было? Что было? А что было? Ну, Знаешь, расскажи, что реально было? интересно. Знаешь, что было? Знаешь, что было? Знаешь, что было? Нет, что было? В общем, на пятаке какая-то заварушка. Ты кому-то делаешь проход. Ты мне делаешь проход в ноги. Я сдираю с тебя маску. Тебя не удаляют, ну, шлем сдираю с тебя. Тебя не удаляют, а я еду на 2 минуты. И я такой, ну а как? Ну а как так-то? Я не понимаю. Блин, круто, но Слушай, а ты видишь, помнишь, да? надо уметь. Ты же помнишь эту серию плей-офф с Динамо Москва? Это же вот этот самый эпичный, наверное, противостояние. Конечно. Мне кажется, не то же самое эпичное. Мне кажется, это самая запоминающаяся часть моей жизни вообще. То есть это самое... Понятное дело, что мы там поигрывали и с МХЛ, но такое ощущение, такой осадок остался. Мы же тогда после первого раунда там, ну, я не знаю, ну все, несите кубок. Ну все, то есть для нас была победа. Для нас, ну все. Все, мы типа прошли. Ну и, конечно, ну, это никогда не забываешь. Я просто потому, что мы были Ага. незнакомы, я тебе написал в соцсетях, и ты сразу откликнулся. Вообще тебе огромное спасибо, потому что многие Только- ребята там морозятся, да, кто-то говорит, я там не могу, у меня график такой, блин, вообще с удовольствием, вообще супер ждал, когда вы мне напишете. Я ну, на любой контакт со всеми, мне это вообще не важно. Самое главное, вот видишь, просто по времени. Хорошо, что у нас игра, и я, ну, после игр, я даже вот когда не играю, тоже поздновато засыпаю иногда. Вот. Переживаю, проигрываю. Слушай, мы Вот. говорим, что у нас первая связь с Америкой. У нас Николай Коваленко, Сан-Хосе. А то мы тут все рассказываем, и никто же не представил даже. Ну и никто и не знает, кто это на самом деле. Ну да, точно. Нормально. По факту. Коль, вообще, как у тебя дела? Расскажи, что происходит? Ты сейчас в Сан-Хосе, сколько у тебя времени? Что у тебя? Что ты вообще? Время где-то 11:30. В принципе, уже пора спать. Обычно я ложу где-то в 9, в 10 вечера. Вот, но ради вас, ребята, ради такого разговора я решил задержаться. Слушай, а не может Все-таки быть так, такого, чтобы что ты завтра сейчас... не в 6 ставлю. Не в 6, то я попросил в 7 встану завтра. Такого не может быть, что ты просто отключишься по ходу разговора? Не-не, я вообще Ребят, ну веселый, всё. бодрый. Ребят, Такое ощущение, всё, мне как будто у меня пора. день. Так, представляешь, в моменте. Захрапел маленько. Так, ну подожди, а у вас сейчас игра с кем-то была же, да? Ты к нам прям сразу после игры примчал. С Ванкувера, да. Проиграли сейчас парни в овертайме. В овертайм проиграли, удаление и назначили штрафной бросок. И забили. А ты не играл, у тебя, соответственно... Я...
Не-не-не, я вообще подумал, что я опоздаю, они сравняли за минуту полторы где-то сравняли. Я все думал, ну, я сейчас еще на час А задержусь, ты уже в машине сидел в потому этот что момент, да? пока... А твои ребят сравняли? Ты Да. такой, блин, у меня созвон. Я такой, это не по расписанию. Слушай, а ты Я поэтому... сейчас наблюдаешь со стороны. Во-первых, где ты смотришь хоккей? Вообще смотришь хоккей? Вообще, честно говоря, я не любитель смотреть хоккей. Я тебя Вообще. прекрасно Ну, то есть понимаю. мне, ну, например, там последить за командами, которые играют в хоккей, они мучаются. Тогда за ними приятно смотреть. Неважно, как бы там КХЛ, там даже или НХЛ. Вот. А просто сказали тебе, приди, иди смотри, ну, такое себе. Вот. Ну а так я вот как не играешь, как травмируешь, я просто смотрю с раздевалки. На кухне сижу там. Все-таки НХЛ, ну, намного отличается, чем КХЛ. Тут, я не знаю, там 6 телевизоров, что ли. Вот таких, как у вас сейчас стоит, Да. где я показываюсь. Вот таких, наверное, даже, ну да, 5-6 телевизоров стоят на кухне. Прям вот на одной стене вот такие здоровые. И на каждом экране показывают какой-то хоккей. Какой-то американский футбол что-то показывают, баскетбол. Но чаще хоккей, когда типа хоккейное время. Но иногда там показывают вообще другие виды спорта. Они же не Вот я там сижу, смотрю. показывают, нет? О, кстати, есть, да, такая тема, как у нас в раздевалку в КХЛ приходишь с утра, знаешь, НХЛ хайлайты смотрят. У вас есть такое, что КХЛ... Я смотрю. КХЛ Не-не-не, я хайлайты все смотрю. сидят такие и смотрят. О, прикол там. Фига. Я смотрю хайлайты КХЛ. Ну, определенных команд, не всех, конечно. А так, да. Но я даже... Ты вспомнил про КХЛ. Сейчас просто надо подбирать слова. Ты уже забыл, как по-русски Вот, это давай, сказать? да. Вот у тебя есть такой, да, момент, что многие ребята говорят, блин, ну, как это по-русски, знаешь, это выглядит немножечко наигранно, а на самом деле вылетает, да, из головы, когда мало общения. Очень много слов забываю, и мне легче сказать на английском языке. То есть это не то, что я мало разговариваю на русском, а я просто пытаюсь думать на английском. То есть я пытаюсь какие-то видео смотреть. Даже с женой говорю, давай на английском будем разговаривать, она стесняется, все. Я с удовольствием, я прям, ну, целый день ты разговариваешь на английском, особенно когда ты травмированный, ты разговариваешь с докторами, там, еще с кем-то, с физиотерапией, там, и так далее. Ну, кто тебе делает там. Вот, и я там ездил в клинику тоже. Ну, то есть очень много общения на английском, и ты реально забываешь русский язык. Ну, и поэтому, если что, извиняюсь за мои окончания, либо... Я почему-то начал ошибки делать в окончании. Я не знаю почему. Вот я прям заметил за собой, что я 2 секунды, чтобы подумать, как бы, что сказать мне. Да it's okay, don't worry, Поэтому... как говорится у нас. А скажи, что у тебя за травма и когда тебя ждать назад-то вообще? Или нельзя такое? Я не знаю, можно ли такое говорить. Ну, Давай верхняя не часть будем, тела, наверное. нижняя часть тела. Верхняя часть тела. Да, Верхняя часть ну, ничего тела. серьезного, Давай так. надеюсь? Нет, ничего серьезного. Все нормально. Тут осталось всего одна игра до перерыва. У нас там будет перерыв двухнедельный, поэтому я уверен, что на 99% я уверен, что я выйду сразу после перерыва. Вот. Слушай, а вот сейчас вот ты с неиграющим составом, да, тренируешься. Во-первых, сколько ребят и как тренировки складываются? То есть тебя там выжигают, готовят до, я не знаю, до блювотни, до потери сознания или как-то полномерно готовят? Пока второй вариант. Я сейчас вообще не катаюсь на льду. То есть я только в зале работаю, и я очень много работаю по пульсу. То есть отслеживают мой пульс, и каждый день прибавляют нагрузки. То есть у меня там до 100, сначала там вообще там 100 пульс, потом 120, следующая тренировка там до 140. И в зависимости от пульса меняется, конечно, ну, тренировочный процесс весь. В зале, я имею в виду. Вот сегодня там, например, спринты бегал, то есть у меня поднимался что-то там до 160, там плюс-минус. Очень внимательно относятся к твоему здоровью. Тут есть реабилитологи, есть ребята, кто на каждую игру приезжают там по сотрясению, по
не X-Ray вот этот приносят, прям Да. туда заносят нашу раздевалку, если что, там посмотреть сразу в перерыве или после игры, то есть вот такого плана. То есть это все быстро, и прям все врачи есть. То есть они специально с клиник приезжают. Плюс еще, вот, как я говорю, реабилитологи, которые с тобой... У нас, получается, их два или три реабилитолога, которые, они как... Я бы не сказал, как врачи. Они просто приходят и вот и занимаются именно с неиграющими в большей степени. И также разминают других ребят, кто играет, например. Вот. То есть очень, очень внимательно тут относятся к этому. А много ребят не играющего состава? Вот просто я вспоминаю КХЛ, там же бывает, были команды где-то, знаешь, помнишь, по 10 человек, там по 8 человек. Да, А конечно, здесь помню. там не такая же, да, по-моему, ситуация? Ну, вот сейчас у нас примерно такая же, я не знаю, вроде, сейчас я посчитаю, ну, 5 человек на траме, 4-5 человек. Ну, Мгм. то есть, в принципе, с одной стороны, это многовато. Я думаю, Ну, для это именно НХЛ это многовато. травмированные пацаны же, да? Да. Не, я говорил, просто Вот. у нас бывает Но не играющий чисто состав, знаешь, 8, там, 10 человек, которые не просто... Который не, здоров, Нет, но тут- здоровый, просто у тебя запас, там еще лавка, как говорится, длинная, как у нас любят это. не, тут нет такого, тут максимум один, и то вот у нас почему-то Сан-Хосе Шаркс, ну, обычно, знаешь, один нападающий, один защитник, и у нас почему-то выходит, вот это, хотел сказать матное слово, глупая система, я считаю, когда все вроде, ну, все здоровы, все нормально, и на раскатку перед игрой, вот игра там в 7, ты выходишь на раскатку там в 5:40, да, там в 6, в НХЛ тут за час выходит. И выходит еще дополнительный человек, который просто разминается, мало ли кто-то, что-то с кем-то случится во время раскатки. Вот ты расскажешь, Ну, то есть- этот человек я. Я в Фениксе вот так, я же не сыграл ни одной игры в итоге в НХЛ, а я вот так приезжал и просто выходил на раскатку, седьмым защитником катался и такой, ну, Это вообще, я ну, погнал. как бы... Зато фотки Один классные, случай, я вот... слушай. А ты без шлема катался? Не-не, ну там в шлеме-то куда я? То есть Совсем. ты был на Да. площадке? Ну, Да, так я выходил, я НХЛ, вот да. тут в Вашингтоне, помню, там Саня Овечкин катается. а ты я после- тянусь, тоже готовлюсь, такой раз. Ну все, я, наверное, Не, все. знаешь, после раскатки раз такой все проехал, помахал, все. Пока. И все, и на велосипед Не, ну пошел, это- да, резиночки, и все. И на трибуну потом, Да, на ну- эту ложу прессы. Коль, расскажи, пожалуйста, про Сан-Хосе чуть-чуть мы с тобой затронулись, про обмен. Можешь рассказать нам, как это все произошло? Вот, ну, вообще, на самом деле, без купюр, что ты испытал в этот момент? Потому что многие там, да нет, это хоккей, это бизнес, а что было на самом деле внутри у тебя? Помню, это было в Питтсбург. Мы прилетели в Питтсбург, у нас целый день был как выходной. Но вообще ничего не предвещало. Я тогда только поговорил с папой, и вот только прям трубку положили, смотрю, телефон какой-то неизвестный звонит. Думаю, ну, Мошенники? надо. А это главный тренер. Ну, у меня же не записан главный тренер телефона. И я даже не понял, он такой, ну там, типа, привет, Коля. Я такой, да, здравствуйте. Он такой, зайди в номер. Я говорю, иду. Ну, я сразу понял по голосу, кто это. И я, наверное, всем уже рассказывал, что я первый раз видел тренера в какой-то неудобном положении. Не То есть плакали? он такой, а? Они плакали? Нет. Нет. Ну, то есть он в таком неудобном положении был. Я зашел, он говорит, присаживайся. Я такой, да я нормально постою. Он такой, да не, он прям настаивал. Такой, говорит, присядь. Я подумал, все, я знаю, что вот у меня ощущения такие, ну, типа, в АХЛ. Ну, зачем тренеры? То есть никогда вообще не вызывали меня, вот, чтобы прям в номер, в гостинице. Вызывали там в раздевалку, там, собрание, там, и так далее, показать там плохие моменты или хорошие, и так далее. Вот, а так, понятное дело, никогда не вызывали. Я понял, что, я так уже расстроился, что в АХЛ. И он такой, тебе, никто не звонил? Я говорю, нет. Он такой, ладно, сейчас. И кому-то набирает. И ставит на громку, там, генеральный менеджер. И он такой, здорово, Кови. Я такой, сейчас перезвоню, погоди.
Такой раз отключился. Я такой... И у меня прям в голове, я думаю, вообще не доходило. Я думаю, меня спускают в АХЛ и звонят генеральному менеджеру и хотят, чтобы он сказал мне это. Ну, обычно просто тренер говорит, и все. И тренер такой, знаешь, такой, ну, замешканный чуть-чуть такой, ну, сейчас, давай еще позвоним. Он такой набирает, недоступен такой. Это Ну, он же прям, знаешь, как будто супер речь неловкая какую-то ситуация. готовился. Да, я прям почувствовал вот это все, что внутри его было, как ему было неловко, неудобно, потому что, ну, мне кажется, мы были в таких, ну, нормальных отношениях, хороших. То есть он меня, знаешь, как, грубо говоря, как ребенка, он прям учил, он много показывал, он очень много мы видео смотрели, очень. По оборонительному плану, по средней зоне, по атаке. То есть в этом плане с ним было просто контакт очень хороший. Плюс еще, понятное дело, я там процентов 90 понимал, что он говорит. Иногда, когда он, ну, речь была быстрая, как бы я не так понимал. Вот, ну, впрочем говоря, я видел то, что ему было неловко. И, и все, и он такой, ладно, походу мне надо сказать это. Ну, прям так говорит. И звонит генеральный менеджер. Он такой, он такой, знаешь, как будто ну, спал чуть ноша. Он такой, стой такой, на громко ставит. И генеральный менеджер просто говорит, здорово, Кови, ну мы тебя обменяли. Ну все, давай, удачи, пока. Не сказали куда, что, просто тебя обменяли? Не, он такой, мы тебя обменяли, соглашаюсь, надеюсь, все будет хорошо, давай, все, пока. Как будто, прям, ну, что вторая линия, все, типа, давай. И, и эту ношу я вижу, то есть у него вроде спало, и он такой, еще и там, ну, гудки, все, пип-пип-пип. Он такой, и понимаю то, что ему надо сейчас речь какую-то говорить. Ну, то есть там ситуация. просто сказали, привет, пока, положили. И он такой, типа, и все, и там начал, и там, ну, он там издалека начал, прям мы с ним сидели, наверное, минут 20-25 разговаривали. То есть прям обо всем он такой, мы вообще, ну, такое ощущение, что он в шоке был от этого обмена. То есть он как будто не знал, просто ему также за 10 минут до меня, как я к нему номеру пришел, позвонили и сказали, слушай, мы там его обменяли, давай что-нибудь скажи ему там. То есть у него такое было как будто положение, знаешь, и он прям, ну, очень таких искренних слов, я считаю, сказал. Вот, и я очень, ну, также искренне был к нему, и он, конечно, все пожелал удачи, все. Говорит, давай, я там верю в тебя, что у тебя все получится, и так далее, и так далее. То есть, и все, я ушел. Просто знаешь... И я сразу пошел... Ага. Извини, договорю. Ну, и когда мне говорили, у меня, ты говоришь, какие ощущения, у меня непонятные ощущения. Мне, ну, как бы, радоваться, плакать, что мне делать? Это хорошо для меня, плохо для меня. Я могу привести много минусов, которые у меня были в Avalanche, могу привести много плюсов. И вот у меня такое замешанное было состояние. Я иду в номер, только зашел в номер, а там еще тогда был Прищепов с нами, Сахаэл, парень молодой. И он мне написал, говорит, тебя обменяли, а я вот только вышел с номера. Я такой, в смысле, ты откуда знаешь? Он говорит, братан, это НХЛ. Тут сразу же все выложили. Все сразу же, моментально выложили, все официально. Он приходит ко мне в номер, а у нас еще группа была, ну, чат русских, кто в Колорадо, там, Вал, я, Саня Георгиев, Прищ и массажист был, Женя. Это И веселый чат был, я так Саня полагаю. пишет. Промолчу. И Саня Георгиев пишет, парни, ну, давайте встретимся у меня в номере, у меня есть что рассказать. И мы по пути к нему в номер видим то, что его обменяли тоже. И мы собираемся всей вот этой кучкой бандовской, мы Валу пишем, ну, в этот чат, типа, Вал, приходи, ну, прощаться, ну, все. И мы просто сидим, и понимаешь, какая ситуация, то есть, ну, понятное дело, массажист, как бы он в Колорадо так и остался, его не обменяли никуда. Получается, Саня уходит, я ухожу, и Прища спускаю. И для Вала было, он вообще сидел грустно, типа, ну, что мы все кидаем его. То есть он вообще никого из русских не остается, кроме как массажист. Ну и мы, конечно же, начали уже обсуждать эту тему, и как, чего, там уже начал вот этот Майк Гэр звонить, потом там
Еще люди звонили с Шарс, то есть они прям уже там, все, они там все заряжены, так, у тебя вылет, так, у тебя это, а я еще не отошел. Я такой думаю, хорошо, я, ну, беру такой, да, все, да, все. Ну, типа, дайте мне пообщаться с ребятами, потому что это, ну, впервые у меня в жизни происходит обмен в сезоне. То есть еще Новый год не случился, не наступил, я имею в виду, а уже меня обменяли. Слушай, Ну, то есть это... А я хотел, значит, спросить, какой-то стол прощальный накрыли в этом собрании? Что-то было такое? Мы пошли на ужин. Ага. Это такая мини-история. Мы пошли на ужин такой, как, ну, русский. Приш уже улетел, ему сказали, все, через час вылет. Чао, какао. Ну там в фарме И мы не пошли. церемонится, ты сразу вали и все. Вообще просто. И мы с Аней и с Валом пошли. И что-то сидим, ну, там какой-то стейкхаус пошли. Ну и что думаешь? И Саня с Валом поругались, они какую-то тему начали обсуждать. Что-то там из кровни, как начали на весь ресторан. Я просто сижу такой, типа, прощальный ужин у нас, ребят. Вы, типа, вы реально сейчас, вы хотите сейчас обсудить что-то там, типа, из кроу, что-то зарплаты какие-то, еще игроки. Ну, начали спорить. Они просто спорили, очень громко спорили. Вот, поэтому такой был прощальный ужин. Коля, а у тебя когда вот это вот осознание пришло, что тебя поменяли, и что эта ситуация вообще очень близка с отцом? То, что произошло с батей. То есть наверняка же ты же первым, кому позвонил, это был папа. Да, но одним из первых, конечно, там папа, мама, там дедушка, вот, и... Давай дальше перечисляй всех. Я сразу, когда я понял то, что на вратаря, у меня сразу первая мысль, это что прям как у папы. Ну, у меня такое есть просто всегда такая как хотелка, можно сказать, что всегда хочется лучше папы быть, знаешь, во всем. То есть там, ну, там, там пачкам обойти, там по титулам каким-то, еще и так далее, и так далее. И пошло, ну, в сторону папы, а я думал, блин, ну, думал то, что хотя бы сезон. Я еще помню, я спрашивал, что как вообще тут по трейдам у новичках. Все говорили, не-не-не, новичков вообще никогда в жизни не обменивают, вообще, ты что? Ну, нет. И вот случилось то, что случилось. Ну, тебя, по-моему, раньше, чем батю обменяли на 3 дня. Поэтому вот ты, считай, лидируешь. Да. Если что, поздоровайся, Тедди. О, Извините, он это... да не, ну прикольно. А А это россиянин? Еще раз. Это россиянин? Да. О, я думал, ты меня спрашиваешь. Да, конечно. Ты россиянин. Что, Эдди, это чистый, россиянин с вылитый. тобой или нет? Мы просто записываем, я бы тебе показал, там россиянин, там будь здоров. Все, А, да, да? это Ну, хорошо. все, самое главное. Это основополагающий факт. Вот, как ты попал Что в говоришь про Колорадо? Колорадо? У тебя же случилась ситуация, по сути, ты вот в плей-офф играл за торпедо, и так скоротечно сразу перешел в плей-офф, там, условно, в НХЛ. Скоротечно? Скоротечно. Или скоропостижно? Нет, скоротечно. Да нет, ну, честно, я прям помню эти ощущения. Ну, какие-то прям, я не знаю, с одной стороны, ну, круто в НХЛ, а с другой стороны, ты только, ну, ты даже не отошел от поражения. Плюс травму получил за 3 минуты до конца игры. И я понимаю, что я сижу, я травмированный. Ну и куда я поеду, и что я там буду делать, сколько я буду лечиться. То есть, а эта травма уже не первый раз, это второй раз за сезон. То есть у меня была травма в КХЛ, я полечился месяц, наверное, но долго. И вот прям за 3 минуты бьют в то же место, Мгм. в нижнюю часть тела. И я понимаю, я сижу в раздевалке, я прям, ну, осознаю, что мне прям вылетать через неделю уже сейчас. Коля, а ты же знал, что ты И я- полетишь в Америку гораздо раньше, чем там начался плей-офф, но все шло к этому. Да. Я знал то, что я после сезона 100% я полечу в Америку. Вообще, ну, что бы ни случилось. То есть даже если мы бы выиграли кубок, я бы все равно полетел туда. То есть мне нужно было бы 100% прилететь. Неважно, играл бы, не играл, но прилететь надо было обязательно. Слушай, а как ты готовился к отлету? Насколько я знаю, ты брал уроки английского языка.
Да, И ну, я и сейчас также у тебя появился по практикую. ходу сезона психолог. Это как-то связано с НХЛ? Или это ты решал какие-то свои проблемы здесь и сейчас по карьере? Ну, насчет преподавателя, забыл слово. Насчет преподавателя, он у меня уже второй год, вот, то есть я еще раньше начал заниматься, я понимал, что дело идет, ну, вот к моему отъезду, и мне надо хотя бы как-нибудь, чуть-чуть хотя бы практику какую-то иметь. Мы даже иногда просто общались, ну, то есть обо всем. Вот. А насчет психолога, он у меня был, ну, то есть я не то, что готовился, и поэтому начал психологом заниматься, нет. Просто послушал одного, одного Уважаемого тренера, человека. уважаемого человека, спасибо, вот, и он посоветовал мне этого психолога, и я начал работать, и мне вообще зашло, понравилось, то есть без напряга всяких, и Коль, ну я назови понимал, фамилию, что уж мне чё это уж ты, помогает. мне кажется, это хороший пример. Игорь Николаевич Ларионов, конечно. Да, А там же Конюшков, как да, этот по-моему? разговор состоялся там, Коль? Ну, вот я тебе рекомендую. Я просто хотел сказать самый лучший тренер, но я не могу сказать самый лучший, так как я обижу первого своего тренера, то есть я не могу такое сказать. Поэтому я и Я понял, своим завуалировал. словарным запасом, да. Но это немножко в тайне, так сказать, останется наш разговор, какой у нас начинался Мгм. вообще, насчет чего там и как далее. Но а, пришли, ну, просто как невзначай сказал, что вот есть, ну, как бы игроки в НХЛ, они там почти все, наверное, психологами, все работают, все это. То есть я думаю, тебе бы не помешало подготовиться тоже. Или хотя бы попробовать это. То есть это, ну, хотя бы не помешает тебе. Просто попробовать. Не понравится, ну, все, хорошо. Если понравится, ну, дальше иди как бы с ним там и работай дальше. Слушай, как быстро ты Вот. увидел результаты от работы с психологом? Потому что, ну, знаешь, отношение ребят к психологам, ну, что я сам, что ли, не разберусь? Разбирали же и до меня как-то играли. Что это такое психолог? Вообще, я тебе хочу сказать, у меня и обычный психолог есть. То есть не только хоккейный, спортивный, есть и обычный, поэтому я вообще к этому вообще нормально отношусь. Ну, а ты в Колорадо То есть приехал, там есть ребята, кто занимался уже там с психологами, эти, там, Маккинон, не знаю, Макар или еще кто-то? я вот, когда в Колорадо, у них, я так понимаю, с этого сезона новый какой-то психолог появился, командный, и девушка. И мы провели, наверное, за вот 3 месяца, там, за 2, мы провели где-то 2 или 3 сессии командные. Но там прям мы еще проводили, они четко так попадали, когда мы там что-то, устрик был там 3, 4, там 5. То есть вот когда мы первые просто 5 игр слили, там 4, я не помню уже. То есть и после вот таких проигрышных моментов, или когда игры как бы мы вроде должны были выиграть, но мы просто в пустые, например, не забиваем, там вообще ужас. И вот и она приходила, и мы общались, и Всей командой. чувствовалось. Да, мы всей командой общались. И чувствовалось, что реально немножко, ну, как бы настрой меняется у команды. То есть они все, тут же все такие грустные, просто пипец, как будто, я не знаю, мир разрушен. Ну все, особенно после игры. На следующий день тоже они, особенно там один человек есть, если ты там посмеешься или еще, он тебе еще и вставит люлей. Или скажет, Маккинон? что это, все хорошо? Да, не знаю. Ну ладно, оставим в тайне. Скажет, у тебя жизнь хорошая, что ли? Коля, расскажи, Вот, ну то есть пожалуйста, Коль, уж мы задели, я буду перебивать тебя всегда. нормально. Да. Это я здесь для этого. Скажи, пожалуйста, когда ты приехал... Я не люблю, кстати, это вообще самое ужасное, когда меня перебивают, и люди мне врут. Ну вот, Это две самые начнем. ужасные вещи. Оба пункта Лех Да. выполняет, поэтому... С враньем чуть позже подлечу. Скажи, пожалуйста, ты когда приехал в Колорадо, увидел вот этих вот ребят в деле, но насколько ты там ожидал это, или ты был шокирован от уровня мастерства Макара, Маккинона, Рантонина? То есть, ну, что это вообще за ребята на площадке и вне ее? Давай, все, я понял уже. Да.
Я прям слушал, как ты закончишь это предложение, чтобы, думаю, Бросить трубку. молодец, ты хорошо. Тебе не случайно не говорят вопрос, или ты сам реально это Я, придумал? если честно, мне Он сейчас просто- говорят, я на грани того, чтобы вынуть ухо. Мне тут... Нет, нас столько сбивает, всего если говорят, честно, да. Нас И просто сбивает. еще раз Посидим мне здесь. скажут, да, ты увидишь, как она у меня вот здесь болтается. По-моему, кстати, видно немного это. Ну, честно говоря, и хорошие, и плохие стороны, безусловно, есть. И насчет того, что я ожидал. То как и с плохой стороны я ожидал, и как и с хорошей. Но вот насчет мастерства на льду, это вообще безграничное какое-то мастерство у этих ребят. Вообще просто. То есть я смотрю, понятное дело, там человек захочет, не тренируется, хочет, тренируется. То есть там команда отталкивается от него, не, не от тренера, от него команда отталкивается. И, это, я не знаю, хорошо или плохо, это вам судить. Просто к тому, что он там выходит, например, там все равно работает на 20 минут раньше выходит, занимает там полплощадки, ему там, там до синей линии, им там отдают пас, или бросковый, или передачу он делает. То есть он такие моменты отрабатывает, которые, они вроде, знаешь, как мелкие нюансы, но они вот именно нюансы, то, что они очень важные элементы в игре. Вот. Также и Макар, то есть это просто два, так сказать, не два, а вот эти звезды очень работоспособные Коля, тебя парни. как вот россиянин, парня с характером, это возмущало, что захотел — ушел, захотел — отжал у команды половина там льда? Меня просто это возмущало, даже несмотря на то, что это суперзвезда. То есть были какие-то разговоры, он вообще охренел или нет? Я потому что много слышал про этого Маккеннона парня, да? Это гений, но... Слушай, сколько бы он плохого или сказал, или сделал мне за всю жизнь, я не люблю говорить плохо о людях вообще в целом. Мгм. То есть, если что-то говорит, то, либо что-то хорошее, либо просто промолчать, улыбнуться, типа там в шутку перевести, там, бла-бла-бла. Я То есть, поэтому и спрашиваю но- про твое личное отношение вот к этому всему происходящему. То есть возмущало тебя это или нет? Но как меня могло возмущать? Я пришел, руки, они, знаешь, у них, неважно, мне кажется, во сколько ты придешь в НХЛ, если ты будешь новичком, они будут относиться к тебе как к новичку. Знаешь, то есть как будто ты, для них ты как будто вот только начал играть в хоккей. Боевое То есть крещение кто-то надо вообще, пройти, как? вот, да, 100%. Кто ты, как ты, чего. Слушай, я хотел спросить, ты же, считай, один плей-офф отыграл и залетел в НХЛовский плей-офф, вот разницу ты почувствовал? И в чем она, если она есть? Блин, тяжелый вопрос. Да я знаю, Ам, я сам обалдел от него. В каком плане разница? Ну, Что уровень ты имеешь в виду? хоккея, На знаешь, как льду бы уровень или- хоккея. Тут вроде плей-офф максимальный, это все постараются показать. Хорошо, И вот в НХЛ. могу вот сказать, может быть, это просто, были впечатления от НХЛ. Мы приехали в Виннипег, у меня вторая игра, и я выхожу на арену, там все в белом, все с этими шарфами или с чем, там просто То есть орут. атмосфера. Мы выходим, там все, там такая атмосфера, я как будто, там не 20 тысяч, а как будто 100 сидят. Ты просто их слышишь, как будто вот они вот здесь вот орут у тебя рядом. И они и как начали они гудеть против нас. А мне это было так по кайфу. Я прям выходил такой, да, то есть мне было это по кайфу. То есть потому что это, в КХЛ, а вот ты говоришь, чем отличается. Наверное, такого нет. То есть может быть, это от НХЛ у меня такое, знаешь, ожидание, что это НХЛ, вау, круто. Но, не помню, чтобы вот прям, торпеда как бы было, но все-таки арена торпеды и Виннипег все равно это две разные вещи. Ну, То есть вот в 4 чем арены в разница. торпедо, да, и одна в Виннипеге примерно. Коля, а скажи, пожалуйста, уж коль мы затронули Маккенна и Макара, вот ты сейчас играешь в команде с еще одной звездой, Селебрине. Тебя теперь я перебью. Тебе 100% кто-то говорит на ухо. Я не поверю, чтобы ты такое мог Да, конечно, спрашивать. смотри на него. Говори. Пока! С нами был Николай! Не, вообще, это как бы комплимент хороший, что ты не можешь мне так, типа, опять те каверзные вопросы задавать и задавать. Думаю, ты же хороший человек, нормально.
А по факту вот А он вот, я. оказывается, вот нас все и показывает, что настоящие люди какие они. Да. Раскрылся. Как лысый прям, ну, говори, извини, перебил тебя. Про Селебрини. Ты вот играл с пацанами, с талантливыми из Колорадо, ну, с мировыми звездами. А сейчас ты играешь в обладатели команде Кубка Стэнли. с восходящей звездочкой, с молодым парнем, который, ну, там, я не знаю, ему пророчат славу Уэйна Грецки. Ну, что ты о нем можешь сказать? Наверное, помимо того, что ему все дозволительно, ему все можно. Ну, спасибо, что ты за меня это все говоришь. Он по-русски не говорит, если что, Но- поэтому не узнает. Ты можешь говорить, что хочешь. Не, ну, честно говоря, он очень много работает, честно. То есть мне нравится его желание. Понятное дело, наверное, я также кайфовал, когда играл в «Торпедо». Я вот смотрю на него, как он кайфует. И он прям общается, он улыбается. То есть это, конечно, тут атмосфера совсем другая. То есть это вообще небо и земля. Вообще небо и земля. То есть я, там думал, мне посмеяться или с кем-то пообщаться там. Подходит то время, подходящее или нет? А тут как бы они тут... Ты не видел в Инстаграме там что-то? Ты пым-пым, вот это перед выходом. Да. Там у них столько... это просто часть показали, 1/10, наверное. Там они что только не делают. Там вообще, особенно музыку, когда включают, там все, там рэпер у нас один, он 6-й, он пошел, что-то поет, там это. Ну, то есть, это атмосфера вообще сумасшедшая. Прям как в «Торпедо», только все У на нас английском. тоже лысый рэпер тут ходит за кадром. Ну, Слушай, нет, честно говоря, о нем он, прям и кайфует, и работает, и пытается стать лучше. Немножко я вижу повадки 29-го, что-то там ругается, что-то еще, но вроде он никому не пихает. Ну, куда пихать там 18 лет? Ну, кому он Руцу скажет этому? То есть я знаешь, я такой, я люблю следить. Типа, что говорят, кому они говорят, кто на кого говорит. Ну, мне интересно вот это вот просто вот этот менталитет американский. Все равно это же по-другому все вот это НХЛ. И понятное дело, что там, по титулам, знаешь, по возрасту, то есть ты не можешь ничего ему сказать там вообще. Хоть ты даже там, я не знаю, хоть что-то угодно выиграл, он по барабану. Но к нему отношение Поэтому он к так. новичку есть? Вот ты говоришь, что... Или за ним Не думаю. к нему не так сильно, да? Как, если брать меня и его, например, Да. или ты вообще просто про любого новичка? Ну вот, например, же там понятное есть дело, в то, что команде он же- новички тоже. Ну да, но он как свой, знаешь, ты же понимаешь, он как бы с Америки, он как свой человек. Как бы. И я бы не сказал, что к нему какой-то... Нет, я бы не сказал. К нему уже как, наверное, как в моем возрасте, если я был бы какой-то там суперзвездой, которую пророчили там Уэйна Грецкого, там, карьеру, вот он почти вот в моем возрасте сейчас вот такой. То есть ему отношение как 25-летний. А вот это Как дополнительное это, Егор, пристальное внимание есть вот это, то, что вот СМИ, там, не знаю, вот первый номер драфта, вокруг него там пляшут, танцуют? Мне кажется, да. Сильно это Ну, защищает? не то, что пляжут, танцуют, но камеры там вообще всегда на него, да, конечно. Ну, в раздевалке, перед игрой, мне кажется, только камеры на него приходят. Ты можешь голым стоять. Но ты же понимаешь, что это твое место, да? Ты же понимаешь, куда надо идти. Ну, Коль, мы что здесь собрались? Вот и хотел спросить. Ты уже затронул тему Нижнего Новгорода, что ты действительно там был, но я смотрел, как будто бы это перерождение карьеры. То есть в Акбарсе было так себе, ты приезжаешь в «Торпедо», и ты просто расцветаешь на глазах. Вот, но как ты считаешь, понятно, что там Игорь Николаевич, вот как, так удалось ему... Я тебе другому... Понятное дело, что ты сказал Игорь Николаевич, он там другой, там команда была. Вот, там команда, там была команда такая, что я вспоминал годы МХЛ в «Локомотиве». Хорошо, Оля, я тебе сразу же возражу. Первый год это «Торпедо». Извини, первый год это «Торпедо», которое ворвалось, которое, просто сносит всех, и ты, ожидаешь, что она победит там, победит красиво. А второй год уже такие, знаешь, как будто бы шины немножко поспущены. Хотя команда та же. Хорошо, но команда-то осталась. Коллектив внутри, он не поменялся.
И я вот всегда говорю то, что эта команда стала как семья для меня. Ну, то есть я с многими сейчас переписываюсь, общаюсь, то есть мы дружим, и она была реально командой, что бы ни происходило вокруг, кого там, какой бы тренер ни менялся там, и еще что-то, мы пытались оставаться командой. У нас было достаточно собраний внутри команды. У нас были разногласия, и разногласия были там по тактике там и так далее, даже внутри команды, не то, что там от тренера там идет, и мы там, ну, а то, что внутри, то, что мы говорили иногда такие фразы, что, ребят, ну, мы в прошлом году вот так играли, почему мы сейчас перестали играть? Все понимали, почему. Все понимали, почему. Почему? Но... Не, Коля, ты такие Тренер смеялся. троеточие расставляешь, тут Ты так напрашивается. 3 раза Да нет. сказал подряд. Ну, все знали почему. Ну, все знали почему. Все знали почему. Мы не знали. Ну, хорошо, я тебе отвечу так же банально. Тренер поменялся просто. Другая тактика просто. Тренер поменялся. Все. Ну тогда понятно. Я тебе буду отвечать на это, Ну вот как хорошо, это, давай, как давай. на интервью, знаешь. Поменялся тренер, команда же осталась, как ты говоришь, осталась эта семья. Но неужели это так повлияло на все, на это, на происходящее? Вопрос, вот тебе вопрос. Тебе говорит тренер, беги, забрасывай. Ну, Команда одна делает, Я другая так нет. играл Стоп. лет 20, Коль. Я бы сказал, Ну, ни давай, слова давай. больше. Не, просто я сейчас так играю, поэтому я хотел сказать то, что ты понимаешь, вот половину какие-то делают ребята, половина не делают. То есть половина играют как бы в старый хоккей, который там пас, не по борту, в клюшку, все четко. А половина, даже я их понимаю, ты понимаешь, у них как бы их могут убрать из состава. Ну, как они будут играть? Ну, понятное дело, что, как тренер говорит, он скажет забросил, скажет стекло. Ну, а когда ты играешь, у тебя команда играет, а 2 пятерки так, 2 так, какой хоккей может быть, скажи, пожалуйста. Ну, вот мы вот так вот. Слушай, мне На еще американцев интересно, просто ты вот, получается, ты же в Торпедо был, по сути, на роли, вот как сейчас Селебрини, да, лидер команды. А сейчас ты в другой роли. Вот ты как вот этот переход, перестроение для себя видишь, и как бы тебе комфортно, некомфортно, или... Как Лех сказал, он на твоей сейчас пока позиции, но скоро все поменяется. Ну, могу ответить коротко и ясно, поэтому у меня и 2 психолога. Думаю, скоро 3-й понадобится. 5 психологов заведи. Кстати, нормально. Ну, то есть ты работаешь, да? То есть тебя это все-таки как-то задевает, и ты над этим работаешь. Ну просто мы же прекрасно понимаем, что ты... Да не, я могу еще коротко и ясно сказать, тренер не любит тут русских. Не любит русских. Мы генеральный менеджер любит. Блин, я буду еще пристально за тобой следить, я хочу, чтобы ты доказал, Коля. Я сейчас не шучу абсолютно, я прям хочу, чтобы получилось. Я пытаюсь делать все. Вот один человек, мудрый человек, не Игорь Николаевич Леонов, другой, с кем я играл, и которого ты, кстати, очень хорошо знаешь, Леха. Да. Он сказал, я прям, наверное, он 2 раза мне писал такие прям, монологи, прям меня это задевало внутри. И то есть я даже их перечитывал несколько дней, там, неделю, даже открывал, вспоминал, что он говорил. Это как мотивация была. Вот. И он такие вещи говорил, то, что, представляешь, если ты будешь уметь и в этот хоккей играть, то ты будешь очень универсальным. Это вот правда. пока у тебя сейчас вот такая дорога, пока у тебя, вот такая судьба, вот так ты попал и так далее. Как папа также говорил, надо всего брать... Калек, рви, вообще насрать. Просто рви, круто, давай. Да, я за тебя прям держу кулаки, Нижний Новгород, за тебя Ярик держит кулаки, вообще просто давай там херач. Спасибо. Когда будет тяжело, прям я аж до слез сейчас могу расплакаться. Мне прям хочется, чтобы у тебя получилось. Ну и ты нам звони, если что, вот так посидим, поболтаем, поддержим. Будешь я с удовольствием, не хочешь спать, ребят, пожалуйста, вообще, набрал. Мне по кайфу. Мы здесь всегда сидим просто. Мне по кайфу. Коля, и знаешь что, сегодня опять забил этот парень, Grade 8. Расскажи, пожалуйста, про Сашу Овечкина говорю. Вообще, есть какое-то обсуждение в раздевалке среди ребят? Вы обсуждаете эту тему? Там новости пестрят об этом? Я могу сказать, у меня как будто мечта сбылась. Чуть отдельно скажу, когда я в Колорадо играл, мы против них играли. Я вообще в первой смене, он на меня так сильно ругался. Ругался?
Он прям первая смена скажи, моя, скажи, у и нас его первая смена. может, но если что-то запишем. скажи, да. Не. Первая смена, что-то шайба по борту, он принимает, я хочу по клюшке, и как по рукам вот так вот бью, прям, ну, нормально. И он такой, эй, а я разворачиваю спиной, уже шайба другая пошла. Он такой начинает на английском, типа, слышь, и на русский переходит, и там просто пошло-поехало. И потом я прям слышал, я еще такой думаю... И ты такой, смена! Я сидел, у нас та сезоне была, я хотел смениться, просто поехать в раздевалку уйти, чтобы меня он забыл мою фамилию. Ну что, представляешь, впечатление такое первая встреча, мы никогда не разговаривали, ничего, для меня он великий для меня. То есть это прям как легенда у меня катается, представляешь? То есть это как застать Дацука, когда я застал в КХЛ против Дацука играть. Это так же у меня было, вот когда я играл против Овечкина. Он на лавку сел, пихает, я еще у стекла сижу у этого. Его нет, тебя не существует. Я еще сел, думаю, можно мне пересесть? А у тебя мечта какая была? По рукам ему дать? Познакомиться. Просто познакомиться. И все, и я там... ну и понятно, я там в следующей прям смене, ну там что-то перерыв, пауза, я прям к нему подъезжаю, говорю, извините меня, пожалуйста, но я вообще не хотел, ну извините, мне прям так стыдно было. Ну так стыдно в плане того, что 39-летний человек просто взял, ударил. Ну просто вот ни с того ни с сего. Он подумал, что ни с того ни с сего, просто как дал с размаху. Он такой, да, все нормально, все, проехали. И после игры я его там подождал, все, там его позвали, что тебя Коваленко ждет. Все, мы прям так с ним пообщались. И очень так, ну знаешь, душевно. Я как будто с папой пообщался. Прям реально. Круто. Он прям меня еще спросил. Он меня это очень уважает, то, что он такой сразу, как папа, как что. То есть я думал, ну сам понимаешь, там, может быть, он не знает еще, кто я, что, кто и так далее. Ну, то есть он уже, походу, наверное, Андрюха, уже понял. Как папа, Андрюх. Коля, как папа? Нормально. Как папа? Как он вообще вот сейчас вот в этом Серег, промежутке? честно, Серег, нормально, он, как бы работает в Москве, все хорошо. Скоро, кстати, вот новость, скоро прилетит с мамой в Америку ко мне. Он сейчас принимает участие, там, звонит, что-то, какие-то советы дает. Какое он принимает участие в твоей карьере сейчас? Мы с ним созваниваемся часто, честно говоря, часто, но... В матче не разбираетесь? Он в игру лезет, да, в твое? Он никогда не лез в игру, вообще никогда в жизни не лез в игру. Наверное, очень редко какие-то моменты подсказывал, как бы он сделал в той или иной ситуации. Но вот чтобы вот прям лезть в игру и говорить там, это то, как бы нет. Понятно, как бы, мне кажется, как нормальный человек скажет, что, как сказать, бывший профессионал, который видит то, что в какой хоккей мы играем, и понимает, что какие слова нужны для этого. И когда он говорит, что попробуй там раз сделать это, попробуй это. То есть, не всегда, конечно, слушать тренера, что он говорит, но все равно от своей игры старайся немножко не уходить тоже. А я по поводу Овечкина так и не понял, кстати. Тут до парня информации доходит тяжело. Пин небольшой, вот сейчас вопрос будет. Он так не сказал, обсуждает там в раздевалке ставки какие-то, может, есть, что он до конца сезона выполнит, не выполнит это. Извини, я ни с кем это не обсуждаю в раздевалке. Я, наверное, очень мало разговариваю в раздевалке с ребятами, очень мало. У нас есть даже пару людей, которых я вообще не понимаю, что они говорят. Когда 71-й и 2-й, они на каком-то языке разговаривают. На вымышленном? Черном. Да, черном же, можно сказать, не блэк, а черном. На черном языке разговаривают. Черный и блэк — это разные вещи, это да. Они... Не, блэкаут — это разные вещи. Они прям проглатывают слова. Они прям проглатывают. То есть вообще я иногда их не понимаю. Они угорают иногда, я над ними угораю. Что-нибудь на русском скажу, и пиздец. То есть прям вообще. Поэтому я разговариваю только с Саней, Климом и Шаком. Учи их матным словам. Я тебе такой совет даю. Просто учи их матным словам. Они почти все знают русский мат. Я вообще в шоке. Все американцы как будто знают русский мат. Я не знаю, они как будто Овечкин приехал в НХЛ, всех научил,
И все они сейчас разговаривают на мат. Представляешь, он курс Все проводит. просто. Представляешь, реально созвоны какие-то есть по лиге. Сегодня мы проходим, ребят. Когда все плохо... Даже Селебри не знает. Нас уже выгоняют из студии, Селебри не уборщица знает. уже пришла. Скажи, пожалуйста, последние вот эмоции свои от заброшенной шайбы. Для меня это очень важно узнать. Вообще помнишь, что это? Или в глазах потемнело? Наверное, было удивление, что неужели она залетела. Я еще так проверил чуть-чуть, глазами. Типа, реально? И все, и тогда эмоции были, конечно, я их не показал, но внутри там был вообще кошмар какой-то. То есть в хорошем плане. Вот. Круто. Плюс еще и на льду, когда у тебя звезды рядом с тобой. Вот, были. Там Макар был, Макинан. Вот. А тебе кто-то из них отдал, кстати, Ранты, передачу на первый гол? отдал Макар и... Круто. Да все. Блин, я забыл, кто. Макар у меня это там Игорь, просто, который, да. знаешь, у меня были эмоции просто зашкаливали, честно Круто, говоря. круто. Я потом всю игру, я как будто уже все, для меня уже игра закончилась, все, я уже все сделал. Коль, а знаешь, какая к тебе просьба? Так как ты Созваниваться раз в неделю? Да, можно раз в неделю созвониться, просто по WhatsApp общаться. Давай. Кстати, а что, почему нет-то? Знаешь, какая просьба? Мы хотим вообще тебя просто- попросить купить джерси Сан-Хосе, попросить ребят расписаться, и если есть возможность, попросить тебя, если будет свободное время, как человек, который выиграет ее, там, мы розыгрыш запустим какой-то, там, комментарий лучше или еще что-то, и ты бы отправил ее, если будет возможность. Или, может быть, с родителями, когда они будут возвращаться, передашь, мы бы подарили нашим... Не, у меня есть возможность, я знаю, как отправить, да, без проблем. Да, без проблем. будет очень круто, Только будем майку, тебя игровую знать. джерси. Ну давай, да. Ну, мне что-нибудь, кепочку какую-нибудь, там, шарфик, я не знаю. Все, просто нет, не Да, стесняйся. мы говорить. очень признательны. Подожди, а мне что? Не стесняй, я говорю, если что, мне все что угодно. Ты бургеры правда, ешь? Не из Колорадо. Максу бургер Бургеры? можешь прислать? Нет, конечно. In-N-Out. Нет, In-N-Out. нет. Там же есть лютая вообще история. Ты что, ни в коем случае. Я только за здоровье. Да, точно, все правильно. Коль, да, мы тебе желаем скорее поправиться, скорее Да, ждем на льду. занять то место. Извини, перебью с моим номером, да, надеюсь, Майкл? Или Селебри? Нет, И Селебри, нет, фамилия. ничьи другие майки вот эти заморские не нужны. С твоим номером, с твоей фамилией. Да, желаем тебе поправиться скорее, чтобы у тебя то, о чем мы с тобой здесь говорили, ты занял место свое, и у тебя все наладилось как можно скорее, Коль. Давай, прям от души рад познакомиться. Отличная беседа, спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо вам большое, кайфу, огромное, ребят. кайфу. Спасибо. Да, супруги, которой ты сделал Теперь- предложение на воздушном шаре. Привет. Да, спасибо большое. Обязательно, сейчас Да. передам. Все, давай. Спасибо огромное, ребят. Спасибо, Колян. Добра. Все, давайте, пока-пока.